Итак, ребятки, я всех приветствую, кто присоединяется к нашей прямой трансляции. Всем доброго времени суток. Отпишитесь, пожалуйста, что по поводу качества звука и видео. Всем добрый вечер. Музыка меня не заглушает. Сделаю немного потише. Да, музыка прекрасна, но я спросила, не заглушает ли она мой голос. В общем, я уже сделала потише. Итак, мальчики и девочки, загадывайте вашу ритуалику, которую вы делали на полнолуние, на Йоль, кто чем был занят. Смотрите, ребят, по поводу закрытой трансляции я опубликую данные, постараюсь сегодня. Я специально оставляю малое количество времени, дабы отсеялась некоторая шушера. Я еще подумаю, буду ли я избирательно, либо всех скопом буду брать. То есть и количество мест будет тоже определенным. Секунду. Планировала я, конечно, отправить это сообщение в своем сообществе ранее, но сложились так обстоятельства, что я была несколько занята по своим делам и не вышло. Но коль не вышло, значит и не надо было. Вот кто попадет, значит тому нужно попасть, а кому не надо, тот, соответственно, не дотерпит. Итак, сегодня у нас будет несколько вариантов. Даже не знаю сколько. Будет 3 варианта. Итак. И буквально по 10 карт я хочу из общего котла взять. Почему так, тоже не знаю. Потом будем смотреть, что еще добавим, может быть. Посмотрим, как прошли ваши ритуалы, что вы там с себя сняли. Ну и что полетит недоброжелателям? Да уже полетело.
Так, немножечко я здесь считала, да? Потом на недоброжелателей я отдельно достану. Все вы уже могли заметить, что в последние дни шобла активизировалась. По какой причине не ясно, то ли уже перебухала, так сказать, праздники отмечает, то ли не пойми, что там в башке взвинтилось. Но и тем не менее, определяйтесь каждый со своим вариантом. Хотите каждый ритуал на вариант, заказывайте. Заказывайте. В общем, определяйтесь. Итак, будет у нас сегодня капитан Очевидность. Все будем смотреть по очереди. Итак, первый вариант. Что вы с себя счистили? Да, здесь, конечно, многогранно. Здесь люди работать могли на местах силы. Если не работали, не ваш вариант. Особенно, если вы работали в ночное время суток. Ну, вот это точно ваш вариант. Вы здесь могли счистить равноценные ритуалы, которые были на вас совершены. То есть, либо на местах силы, либо на том же погосте, либо в тех же храмах, по-разному бывает. Особенно ночное. Насчет храмов, здесь еще, знаете, ночные отпевания, вот это мне идет. И здесь по-любому присутствует храм. Для кого-то это может быть актуально. То есть по вашу душу заказывали. Вот это счистили. Как прошли ваши ритуалы? Смотрим. Девочки, вопрос с числом 9. Цифра 9, число 9. Не знаю, что это. Для кого-то актуально. Отлично прошли здесь у вас ритуалы. По первому варианту здесь люди, которые работали на местах силы. У каждого из вас место силы своеобразное. Для кого-то, я повторюсь, это храм, для кого-то погост. Для кого-то это определенные места силы, давайте я так скажу. Определенные участки Земли, где существуют порталы. Здесь кто-то поработал так, что снял с себя неожиданные сюрпризы от черного человека. Это была женщина. Женщина позиционирует себя по жизни как та, которая рассчитывает лишь на себя. Вы закончили определенные ее ритуалы, которые она на вас совершала. У вас начинается прорыв. Появилась смелость, вы вошли в новый виток, начали что-то новое, либо планируете. Это касается магии, касаемо обрядов. Здесь получение знаний именно в этой области может проходить, но не обязательно. Здесь вы можете пойти на определенные курсы, которые вам нравятся, то есть просто повышать свою квалификацию, чему-то обучаться. Но мне больше идет как то, что здесь перекрывали вам связь с определенными силами высшего порядка. И здесь были подключки на ваш финансовый канал. Отношения с этой женщиной у вас закончены давно. Они как зашли в какой-то тупик. Здесь столько много вводных есть, ребята. Ну-ка, подождите.
Понятно, что она вам перекрывала дар, ваши способности. Плюс подключка на финканал через подклад был. Женщина эта в магии занимается. У нее сейчас идет разрушение, тут же и бумеранги, короче, мы смотрим. У нее сейчас идет разрушение ее колдовской силы. Она еще вам мешала пройти какой-то кармический урок. То есть вы как будто бы были на пороге нового, пообщались с ней, встретились, и она как срубила у вас эту возможность, и вы попали в тупик. Вот теперь вы из него выходите. Там было перекрытие сил высшей инстанции к вам. Я же сказала. Эта дрянь не хотела, чтобы вы себя реализовали. А вы к ней искренне относились. Искренне, чисто, понимаете, без камня за пазухой. Она, знаете, в чем прикол? Она под масками, во-первых, у нее помрачение разума. Вы как будто вскрыли, что это за личность в вашем пространстве была, понимаете? А была она под масками. И пока вы там к ней хорошо, замечательно относились, эта красопета очень усердно рассматривала, что же есть такое у вас, чего нет у нее. Вот так-то. И сейчас посмотрим по недоброжелательнице, по вашей, какой ей бумеранг отвалил. Тоже возьмем 10 карт. Сегодня затягивать я не буду с раскладом. Страхи пошли. Комплексы ее вскрылись. Опять у нас здесь дамочка. Возможно, их две. Слушайте, это бабенция, либо их две. Бабенции попытаются с вами наладить связь. Якобы, вот, ну, пойти на какой-то компромисс. А почему? Потому что над ними идет расправа. У них идут разрушения в жизни, особенно насчет рабочей сферы. Здесь тупо наказание за то, что они сделали конкретно вам. Много работают, куда-то ездили, возможно. Люди не в состоянии расширять свое пространство, то есть им удобно. Там, где им удобно, и что-либо менять они не способны. То есть здесь из области, знаете, не меняют своего мнения, да, дураки да покойники. Вот здесь такое ощущение, что стали дураками, точнее перестали быть дурами сразу после того, как практически в состояние покойника перешли. Что-то их напугало. Власти над другими людьми хотят, пытаются сочетать тьму и свет, но на самом деле здесь люди не в состоянии расставить приоритеты, кто же они есть такие. Им очень тяжело дается ритуалика, тяжело дается магия. Работа, здесь практики могут проигрываться, потому что здесь работа с людьми. Позиционируют себя мудрыми, спокойными. Работа их зашла в лабиринты, в тупики. А вы знаете, что я вам хочу сказать? Здесь кто-то из них, даже если они две, они ездили куда-то, возможно, работа выездная, ритуалика была. Либо просто по местам силы гоняли.
Я вам хочу сказать так, а как можно это все вычислить? Одна из них точно заболела. Они находятся в треугольниках. Здесь лицемерие, измены, ложь, предательство и коварство. Как по отношению к вам, так оно между ними. Чистились. Такие какие-то конченые, честное слово. Сейчас объясню почему. Лепят на других грязь эти люди. Чистятся. И тут же разносят сплетни дальше. Потом начинают суетиться, думают, так и надо. На самом деле здесь, им уже дают понять, закрывайте рты. Нет. И не подумаем. Мы, если что, почистимся. И наблюдение. Эти люди за вами смотрят, как с чисткой. Здесь от мужика могли получать деньги. Но по итогу, понимаете, у них идут все равно расходы. И не только материальные, но и эмоциональные, и по здоровью вопросы. Какой бумеранг? Бумеранг, знаете, мне кажется, здесь люди, вот моя любимая фраза, я давно никому не говорю, идите в жопу. Я говорю всем оставаться на своих местах. Здесь такое впечатление, вот эти дамы, они вот там и остаются, понимаете? Возможно, кого-то чистили, но сплетни вообще изо рта погонь льется. Ну вот я спрашиваю, что они делали, блядь? Коллективная работа на краднике удачи. Кому-то. Возможно, и вам тоже. Как у них это все получилось? По справедливости им будет от высших сил. За их выбор. Здесь за ними наблюдают высшие инстанции. Они пытаются найти лекарство от всех бед для себя, понимаете? Как-то возродиться, а у них неожиданное событие случается. Интуиция им подсказывает, что кое-где надо не делать того, что вы запланировали. Но нет, они здесь говорят, цели я хочу добиться. Люди двуличные. Ревнивые. Они не могут победить собственные эмоции, понимаете? Здесь вот реально люди просто тупо топчатся на своем месте на одном каком-то. Какой им бумеранг? Вы знаете, я бы сказала, что здесь еще для них все только готовится. Пока что это так, мелкие неурядицы. Мне кажется, здесь что-то еще просто не раскручено после Йоля. У нас сегодня всего лишь 27 число, 5 дней прошло. Понимаете, какой бумеранг? Они уже в лабиринтах в своей магической работе. Если кому-то кажется, что это очень маленький бумеранг, особенно для практика, вы ошибаетесь. Особенно, когда они здесь, понимаете, как власти над другими людьми хотят. То есть здесь такие практики, которые подсаживают на себя. Понимаете? Чтобы постоянно к ним обращались.
То есть вот те, кто ко мне на чистку приходят и на личное обучение, вы же прекрасно знаете, я действую от противоположного. Я наоборот заставляю людей самим, ну, двигаться. Поднимать жопу и двигаться. А здесь вот люди нет. Им нравится, когда от них зависят. Вот так-то. По первому варианту. Напишите мне, пожалуйста, у кого что здесь отыгралось. Но здесь сумбур, понимаете, по этим двум бабам. Какая-то суета. Какие-то... Вроде бы как бы и движение есть, но стоят на месте. Понимаете? Может, им, правда, и удобно на этом месте, в этих позициях. Здесь люди, которые не трансформируются дальше. Либо они все еще думают, что у них все классно и под их контролем. Понимаете? И вот, ну, просто обыденные какие-то сюжетные линии показаны. Слушайте, спросила по первому варианту, что у них там с работами магическими. Обижены, слезы и разочарования. Помните, о лабиринтах я говорила? Вот и карта дьявола. Их тут завели в лабиринты по 15-му аркану. Они надеются на своих фамильяров, а сами в хаосе и в круговороте проблем. Вот. Проблемы за проблемами, понимаете? Как будто бы вот что... Вот, ну, я не знаю, как хомячок в колесике. Бегут, 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 бегут. Потом по итогу там месяц, 3, 6, 10 лет проходит, и человек на месте стоит. Ой, сколько комментариев уже. Всем добрый вечер, ребят. Я пока не смотрела комментарии. Слушайте, карта рода выпала, второй вариант. Ребятки, а ну-ка, секундас, карта рода выпала, это еще по первому, я почитала комментарии. Ой, у вас род вверх пошел. Девочки, здесь открыты все дороги и пути, вы в потоке находитесь. К вам новый соратник, сотоварищ, я не знаю, почему эти фразы мне идут. Какой-то новый помощник будет. Давайте, знаете, что я хотела посмотреть? Сейчас давайте по первому варианту. А вот эти крадники, что они на удачу ставили. Понимаете, у меня тоже есть такие товарищи. Я только начинаю делать чистку финансового канала. Некоторые курицы сразу же активизируются, вот молниеносно, именно на чистку финансового канала. Они почему-то думают, что я на них нападаю, но мне, в принципе, посрать, что они думают. Для меня это уже показатель того, почему же людям так отлетает, понимаете? То есть... А ну давайте посмотрим, как их работа на краднике именно в вашу сторону легла. Обида. Их близкие начнут предавать. Вот им и грязь возвращается. И та игра, которую они вели, и карта лабиринта. Смотрите, грязь и лабиринт возвращаются им обратно. Помните, они выпадали, эти карты? Я как уточняющая забрала. Из вот этой оставила тут 10, как прошли ритуалы, и бумеранг. Уточняющая буду в общий котел докидывать. Обижены, девочки и мальчики, обижены. Их завели в определенный лабиринт. Возможно, там на диагностике им показывают, что, ну, это все легло. Да, шабашили. И из-за этого опять повторяется. Слушайте, им неожиданным событием это шарахнет. Их зависть изнутри выдает, понимаете? Меченые. У них могут быть татуировки, либо же они как-то выделяются.
Понимаете, люди меченые. Силами могут быть меченые. Не только на физике. Девочки, я вам хочу сказать так. Эти люди хотели бы нового витка для себя. Но. Обязательства, долги, оковы. Вот куда их ждет переход. Их ожидает одиночество. Возможно, там они для себя будут какие-то откровения получать. Но это уже мы туда смотреть не будем. Это не наши проблемы. Здесь вопрос в том, что их зависть останавливается. Что я ляпнула? Останавливается? Это правильное вообще слово? Короче, останавливают их вот эту зависть определенные силы, понимаете? На них тоже какая-то грязь польется. Они где-то, мне кажется, в работе с кем-то, а коль они практики там, да, они где-то простоволосятся, просто обосрутся. А на что они на вас обижены? На то, что вы возродились. Ну, это вообще нормально. На то, что у вас крупные сделки пошли. Знаете, на что они в обиде? На то, что они вас просмотреть должным образом не могли. То есть, допустим, они к кому-то обращались, платили бабло, либо сами просматривали. Им показывало, что у вас жопа. А вы выходите на арену с новым проектом, допустим, с новыми идеями, да, либо еще каким бы то ни было образом. И они такие, ну, они понимают, что, в принципе, они вас не считали. Понимаете? Вот у них на это обида. Что вы не в их компании, допустим, потому что с вами у них бы, ну, вообще бы им фартило, они бы на вашем ресурсе жили. У них бы были договора, а у вас бы ничего не было. Они ревнуют вас к вашей фортуне, если вот так дословно. Это конченые долбоебихи, все, до свидания. Здесь просто, ну, с башкой, блядь, вообще ненормальное что-то происходит. Вот именно что-то, понимаете? Ой, фу, блядь. Ладно, бы там еще что-то толковое действительно было, на что бы там, знаете, на вас можно было подуться. Ну, мало ли, мы ж, блядь, не все аленькие цветочки, да? То есть, ну, по факту, мало ли. А так... Тупо вы лучше них, все. Так, второй вариант. Что у вас здесь? О, как у вас прошли ритуалы. А кто-то из вас познакомился с новыми энергиями, скажу я так. Через определенные молитвы вы установили контакт с определенными существами. Для кого-то это светлое, для кого-то могут быть темные. При любом из этих раскладов у вас как снялся заслон между миром материальным и тем, откуда пришло это создание. То есть вам дают понять, что вы на верном пути, что вы получаете защиту и получаете покровительство. Что здесь еще вы снимали? У вас эту возможность забирали, чтобы вы не шли дальше, не развивались, чтобы ваших ангелов-хранителей от вас забрать, как вариант. Защиты снимали, пытались, понимаете, либо пытались подойти как-то, ну, ключи подобрать к вашим защитам, к вашим хранителям, их отодвинуть от вас. Вы знаете, вот на первом варианте у меня аж язык заплетался. Либо бухают, либо, ну, реально, вот языки как помело у этих двух куриц. И они, собственно, ну, вообще не в тему.
То есть, знаете, они вот сотрясают воздух. Вот в лучшем случае высшие силы на них смотрят просто как на умалишенных. Ну, как бы, знаете, из области на больных не обижаются. Ну, там ненормально с башкой что-то. То есть, ну, подселы есть, серьезные такие подселы. Итак, второй вариант. Что вы здесь? Как ваши ритуалы прошли? Второй вариант решил нас удивить основательно. Девочки и мальчики, да, здесь была попытка снять ваши защиты. Сейчас я объясню. Ты, блядь, как интересно тут раскрывается все. Вот, блядь, второй вариант дал жару. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте, буду озвучивать сейчас все варианты. Первое, что вы могли считать. Снятие защит, похоть, вызов, доступность. Возможно, думали, что делает какой-то мужик, но это делала его баба, которая держит его, кстати, на привязи. Привязь эта у этой бабы на этого мужика сработала ненадолго. У мужика очень большая зависть к тому, чего вы достигли, куда вы идете. Даже если он не в курсе о вашей жизни, он вас сканирует, обращается к другим практикам. Он завидует тому, как вы умеете сотрудничать с другими людьми. Сам человек, пока обращался к другим, не только по магии, это могут быть договора в рабочей сфере. Для того, чтобы подняться вверх, попал в хаос и в круговорот проблем. Человек здесь проходит трансформацию, это мужик. Делала вам это все, хотела бы я сказать, что баба. Она сидит под кармическими затыками. Давайте я сейчас ее еще посмотрю на всякий случай. Да что-то вылетает-то. Ну что с твоими защитами, курочка? Ага, нет у тебя защит. Карта освобождения, блядь. А она думает, что у нее защиты стоят. Ну, пусть думает. Что у тебя там за карма? Бремя, тяжелая ноша, одиночество. Ожидает, что воскресится, пойдет у нее урожай, семьи хочет, эгоистичная. Да тяжело бабе, знаете, до хрена хочет, а ни черта не может. Могут быть проблемы по здоровью, по поводу откровений. О, ей бумеранг прилетел за ту грязь, которую она на вас лила, рассказывала. Она на вас магичила, она хотела все ваше. Абсолютно все. Она хотела стать вами. Хочу я здесь вам сказать так. Здесь, понимаете, баба из области. Я хочу семью, я хочу детей. Я добьюсь любыми путями. Да неважно даже, чем добьюсь. Вот я хочу это и это, но она понимает, что, чтобы дойти до вот этого, допустим, она хочет этого мужика, да, она побегала там, привороты поделала, как бы получила. Потом следующий этап. Я хочу забеременеть, привязать этого мужика. И с одной стороны она хочет, а в башке ей тяжело. Ей вообще тяжело жить с этим мужиком.
под одной крышей, понимаете? Ей тяжело быть женой. Может быть, погулять, поблядовать, веселее, как бы жизнь провести, понимаете, в этом аспекте, потусить где-то, покатушки устроить с дядьками, с разными. Это для нее интереснее, чем сидеть дома, ну и быть нормальной, адекватной женой, достойной женой. Вот она говорит, я ребенка хочу. Но это та категория женщин, которые рожают детей, просто это лишь средство достижения цели. Ей вообще срано будет на этих детей, она будет бежать от этого, потому что ей, блядь, и тут будет тяжело, понимаете? Ну вот тяжело и все. И смотрите, как тут замечательно и интересно идем мы дальше. Здесь можно было бы сказать, чтобы вы подумали, что вам мужик делает приворот, вызов, привязку. Поняли? Там бывший, не знаю, какой-то несостоявшийся ухажер, какой-то там, короче говоря, еблан, давайте скажем. Тут вариантов уйма может быть. А это его баба, либо баба, которая на него претендует. Там, может, начальник какой-то у вас, да, там есть же, ну, неадекватные товарищи, господа. И вот я бы хотела сказать, что и эта баба, но не баба это, понимаете? Здесь есть третий мужик, практик, к которому либо они обращались по вашу душу, и этому практику нужны ваши ресурсы, либо же здесь третье рыло, которое прикрывается ею и этим мужиком. И с помощью магии на любятину здесь товарищ пытался, как говорится, либо пытался с вас сдернуть. Понятно? Хотел вас остановить, чтобы вы не развивались как маг, как практик. Возможно, вот этот вот с этой бабой сотрудничал, и они разругались. В темницу вас хотели посадить, сердце разбить. Возможно, она заказывала у него, чтобы вот этот вот мужик... Блять, я уже сама запуталась, честное слово, это вообще трэш. Помните, который вот, она его привязывала, короче. Этот практик прикрывается вот этими двумя. Понятно? Хладнокровный, решительный, сила, он обижен. У него материальные блага пошли кувырком после того, как он сделал работу на вас. И он обиделся, как это так? Что такое? Здесь практик, который может обижаться на высшие силы, мол, с хрена ли у меня это забрали. Вот здесь по второму варианту предупреждения получали все. Этот практик, это куропатка и вот этот несчастный, который тут, ну просто, знаете, как вот, я не знаю, он затычка во все дыры для этой, для практика. На него сливают весь негатив. Я не удивлюсь, если на него стоят и отводы от вот этой курицы и от практика, к которому она обращалась. А их предупреждали, что за воровство вы получите. За их сплетни, за все. Получили нормально, отгребли. У них интуиция отключается. Практик. Девочки, здесь отлетело какому-то практику. И мальчики. Короче, вас заказывали мужик с бабой. Они уже разосрались. И обращались к практику. И вот этот практик здесь бесится. Бесится бедняжечка. Что-то у него не складывается. И, ну, не нравится ему, понимаете? Ему не нравится, что он вас победить не может. Давайте посмотрим тогда, что получают. Давайте посмотрим бумеранги этому практику. Блин, я уже все карты, да, сгребла отсюда. Сейчас, секунду. Ой.
вот так вот по второму варианту. Болезни у практика, либо у кого-то из членов его семьи. Ну, к нему суща пришла его покушать. Грусть, печаль его съедает. Знаете, что у этого практика не получается больше казаться таким хорошим. Возможно, он в интернете себя продвигает. Ну, этим занимаются большинство сейчас людей, да, продвижением себя, своих там товаров, услуг, способностей с помощью интернета. Здесь человек плел определенную свою сеть и, как говорится, обосрался. Такое ощущение, что это касается вот этих всех троих. Насчет нее, его и практика. Понимаете, это двуличные люди. Ну, они бумеранги отхватили через болячку. Здесь что-то тайное о них стало явным, о том, что на самом деле это люди недоброжелательные, что они притворяются хорошими, что они могут принимать любую роль, понимаете? Здесь практик, который мог говорить, я вам защиты ставлю, а сам просто крал ресурс у людей. Здесь еще какая-то старая бабца может быть замешана, как вариант. Возможно, какая-то важная женщина для каждого, то есть для мужчины старая женщина, там мать, тетка, сестра постарше, ну если большой разлет, вплоть до кончины. У этой девки, как соперница, вот тут карта лежала, выпала, тоже со старой бабой что-то связано. И у этого практика тоже может быть мать или еще кто-то там старше. Да. Здесь у них отлетает по их родственникам. А ну, это вообще или за вас? В вашу сторону конкретно за жадности их. А я вам хочу сказать, здесь каждый этот человек по отдельности нахеровертил, дай боже, поэтому и такие последствия, понимаете? А им, ну, вместо того, чтобы, ну, реально разгрести свои проблемы, им же проще кого-то обвинить. Так что по второму варианту я вас поздравляю. Откачали нормально так им. Прям на ура откачнули. Отлично. Так, сейчас будем переходить к третьему варианту. Здесь по второму кто-то основательно так долбил. Либо же, знаете, вы, ну, боролись, да, с людьми. И как бы так финальный аккорд уже сделали в это полнолуние июльское. И все. И добрый вечер приплыл к ним. Так, третий вариант. Что у вас тут? О, как интересно. Итак, ребята, здесь знаете что? Вам работать и работать еще. Почему сейчас объясню? На вас работы циклично повторяются. Только вы достигаете определенного освобождения от забот, грубо выражаясь, у вас идет пробой энергетики через целителя. Кто-то к кому-то обращается по вашу душу.
В данном случае, как прошли ваши ритуалы? Состояние жертвы вы закрыли. Кто-то из вас неплохо поработал над своим самомнением и эгоизмом. Кто-то проработал себя, допустим, почему у меня вот так и вот так, а не вот эдак. Понимаете? И вот смотрите. Дальше. Только вы берете управление и контроль своей жизни в свои руки, начинаете плести веретено своей судьбы, вам пытаются накинуть вампирские присоски, зависимости. Вы от них, опять же таки, очищаетесь, и опять какая-то цикличность, понимаете? Круговорот и круговорот. Я вам хочу сказать так, как прошли ваши ритуалы. Какому-то целителю отвалили. Но они на этом не успокоятся. Да, вам уже тяжело, вас уже это могло и поддостать, ребята, но по-другому не бывает, понимаете? Ну не бывает. Вы еще всего не знаете. Здесь могут проходить следующие аспекты. Вы не знаете, что на самом деле эти люди делали вам. Вы не знаете еще тех знаний, с помощью которых вы бы получили ключи и очистились от этого цикличного набега, понимаете, варвар на вашу энергию. То есть здесь нужно еще учиться, еще что-то познавать, для того, чтобы вы совершили переход. Девочки, вот здесь четко и конкретно. Вот сколько бы вам лет не было, какая бы у вас там ни была ситуация, вы не знаете доподлинно о каком-то мужике, что на самом деле он творил. Пока он не запустит, я сейчас вам объясню, вы отпахиваете его деструктивную карму. Вот эти комментарии из области «нет, он не такой, только сытый и глухой», это не про него, допустим, но это на моем втором канале по Любятине, там вообще просто, я же говорила, трэш, блядь, люди, блядь, без обид, низкосортного развития люди, понимаете? И вот там такое я на днях встретила. Вот расклад не резонирует, расклад общий вообще, понимаете? И вот ей надо вот эту вот свою бесятину вывалить в комментариях. Он не такой. Вот расклад, наверное, лично вот для таких, как она. Здесь мужик постоянно делал магию. То есть, девочки, здесь муж, допустим, который вас по привороту в брак затащил. Понимаете? Чтоб вы его хотели. Это один из вариантов. И пока вы не поймете, не докопаетесь, он будет жить на вашем ресурсе и расти вверх. А вы будете вот в этой кабале вращаться. Здесь работы на вас периодически делаются. Понимаете, циклично. Хорошо, если раз несколько в год. А если это цикличность на каждое новолуние, полнолуние, посчитайте 12 раз в год. И потом вы сидите и кричите: ой, а почему у меня там не резонируют расклады, и почему хорошее не сбывается? Да, блядь, потому. Да, блядь, потому, ребятки. Работайте, пожалуйста. Никому, сука, этот путь легко не давался. Понимаете? Опять же таки, как на моем втором канале, я уже разгребусь на праздники, там будет у меня... Я его добавлю на этот, кому будет интересно, девочки, мальчики, пойдете туда, посмотрите, поржете. Может, что-то интересное для себя и найдете. Кому интересно вообще именно по Любятине, там именно только для этого канал. И вот тоже, знаете, люди такие интересные, занижают умения, пытаются, точнее, занизить умения, да, способности тех же тарологов, там и моих в частности, были попытки. Вот, мол, сидеть и рассказывать, разговаривать, говорить всякий бред, это, мол, ничего не стоящая работа, давайте я так скажу. Милые, возьмите и попробуйте вырулить из вот таких кармических оборотов, потом создайте свой канал и делитесь своими умениями.
Вот что я вам скажу. И только в том случае вы будете иметь право рассказывать мне, тяжело ли это, либо легко, либо эта работа ничего не стоит. Попробуйте по мирам пошастать, пообучаться, посмотреть, пообщаться с разными мирами. Знаете, проблема большинства людей в том, что каждому удобно в своем болоте. И мало людей тех, которые действительно хотят знаний. Вот и все. Здесь, на этом канале, я делаю ставки на осознанных личностей, поэтому, девочки и мальчики, вот в такой ситуации не думайте, что вы одни. Да, здесь может проходить, я уже заебался, я не знаю, какой ритуал делать, я не знаю, блядь, что подобрать, я не знаю уже, к кому бежать, к кому обратиться, что читать, вашу мать заебали, отъебитесь, я просто хочу, ну, там, не знаю, улететь на Плутон, понимаете, но... Вы не убежите никуда от себя, куда бы вас ни занесло. Вы пойдете вверх, как только карма вернется этому князьку. Поняли? Пока вы ее пытаетесь с себя сдернуть, вы должны ему вернуть то, что принадлежит этому засранцу. И вот тем, к кому он бегает и обращается. Здесь мужик, который, вот понимаете, постоянно на вас что-то делал. Он уже получал предупреждение, что весь его рост по жизни рухнет. Человек под масками. А здесь человек притворялся, что он вас любит. Ну, по справедливости будет равновесие. И вот смотрите, у этого человека он в потоке, а вы за счет вашего ресурса. Вы должны быть в этом потоке, понимаете? У него большие крупные сделки, но при этом тут же получит бремя и тяжесть, понимаете? Он отхватит по полной «не могу». И вот карта Абсолюта. Только, пожалуйста, господа товарищи, вам здесь знаете что? Вот изучайте, не останавливайтесь, не опускайте руки, понимаете? Здесь сам Высший Абсолют за этим смотрит. Здесь проблема в том, просто наблюдают, хватит ли у вас яичек для того, чтобы отстоять себя. Здесь человек еще, у него алкашка, слабое место, поэтому... Вон к ведьме, вот, пожалуйста, какой-то обратиться еще, либо обращался... И открывается ящик Пандоры, и понеслась. Так что, знаете что, борите да поборите. Вот так-то. Огнем работает, сук. Работает огнем. Как прошли ваши ритуалы? В процессе, ребятки, в процессе. Это вот мне написала одна женщина комментарий, я попробовала ответить. Вот этот расклад, вот именно этот вариант, вот для нее, понимаете, наверное. И вот тоже я попыталась даже как-то донести что-то, а человек непробиваемый. То есть уже впору задуматься. Вот смотрите, ребята, сейчас я вам на пальчиках объясню. Допустим, вот вы смотрите на ютубе расклады. Неважно, какая тема. Допустим, у вас идет расклад, тема, да, такая вот. Вы смотрите там, что меня ожидает в будущем. Вот вы отсекли от себя всю нечисть. Смотрите расклад и понимаете, блядь, не сбывается. А даже сны снились, что должно быть, а не сбывается, а не идет. Так вот, вашу судьбу сдергивают на себя. Копайте в это направление. Возвращайте свою судьбу себе. И там не важно, сколько вы будете бороться, понимаете? Потому что, ну, опустить руки и ничего не делать, это проще всего. Они этого и добиваются. Хочется вам опустить руки? Опускайте, значит, вам и через это надо пройти. Большинство практиков через это и проходили. Через клинические смерти или через многие еще моменты. То есть, кому интересно, ныряйте аж ко дну и отталкивайтесь. Вообще не вопрос. Кассия Май. Вот сейчас на общем раскладе именно для вас я должна посмотреть.
Как он с вами связан? Вы серьезно? Итак, по третьему варианту. Давайте посмотрим, какой бумеранг вашему недоброжелателю. Если вы будете продолжать бороться, здесь у меня показаны люди, которые действительно борются. Ну вот, пожалуйста, по деньгам лупанет, человек сделает неверный выбор. Человек мнит себя очень мудрым, он считает, это не без вашего ресурса, учтите это, понимаете? Он нахлебался вашего ресурса и такой, ой, это мое. К хорошему уже быстро привыкают, понимаете? Это мое, говорит. У меня интуиция классная, я знаю, когда, с кем надо, допустим, куда свернуть, чтобы менты не спалили, грубо выражаясь. Всегда меня спасут, я под покровительством. Ну, что я вам могу сказать? Все, здесь пасочка спечется. Да, не быстро, но уже на данный момент этот человек в своей семье претерпевает определенный катарсис. У него и еще идет ссора, размолвки и конфликты со своим родом в первую очередь. Он может даже об этом не задумываться. Либо же здесь элементарно мужик, девочки, опять же таки на пальцах через любятину. Оставляет вас, идет в другую семью, думает, ой-ой-ой, какая прекрасная, замечательная ситуация, мне фортуна улыбнулась. А там человек попадает в плен. И у него идут предзнаменования зла по итогу, понимаете? То есть его могли подвязать какой-то, допустим, семейный бизнесок, и он теперь, может быть, и рад бы был выплыть, да, от этой семьи, откараскаться. А говорят, а нет, посиди-ка, давай, ну это как вариант, понятно, либо влезть куда-то ради бабла, в какую-то структуру. И пока вот это все на физике только подготавливается, только там как-то неверные шаги человек предпринимает, на самом деле у человека разрушается связь с родом. То есть, понимаете, вот эти проблемы в физическом мире, это всего лишь вершина айсберга. Здесь человек рассорится со многими. Я бы сказала, он рассорится со всем миром. Для человека, понимаете, уже ясно, что он в кармической отработке. Во-первых, этот человек путает праведное с грешным. В хороших видит говно, в говне видит хорошее. Понимаете? Те, кто о нем искренне заботился, он всех отослал, предал, променял на тех, кто его закрутил в кабалу отработки кармических долгов. То есть вот те люди, которым он пошел за лучшим будущим, за лучшей семьей для кого-то, да, либо же, допустим, вас предал ваш, как его там называют, партнер по бизнесу, да, элементарно. А на самом деле все, вот те люди, к которым он ушел, они вам и помогут на самом деле наказать вашего вот этого мужичонку. Там еще больше эгоисты, чем он. И запустилась карма. Сейчас вот по третьему варианту у вас все только у него, и у вас это все разворачивается. Да, тьма ожидает. Он ясность получит, кто есть кто, но будет же поздно. Хотя есть и такие, которые после вот таких предательств принимают обратно. Это дело каждого, но я считаю, это глупое разбазаривание своей жизни. Почему, сейчас объясню. Вот, пожалуйста, на человека накидывается та тьма, которую он должен отработать. Он начинает бежать обратно к тем, кто о нем искренне заботился. И вот женщины, которые обратно принимают вот таких мужчин, мужчины, которые принимают обратно вот таких женщин, надевают опять на себя вот этот чехол кармический и несут чужое дерьмище, а этому легчает. И получается, он чувствует себя безнаказанным. Ему только в задницу припекло, он оп и спрятался.
Так может уже пора уважать себя? Понимаете? Этот человек меченый уже. Он меченый тьмой, потому что здесь очень много было ритуалики по вам. И момент еще такой, ребята. У него застой по всем сферам уже идет. Пассивность у него, упадок, ничего не хочется делать. Попытки освободиться, почиститься, найти свой внутренний потенциал. Навести мосты, вот о чем я сказала, навести мосты, возможно, встретиться там с вами, либо еще с кем-то, понимаете, кому можно на уши присесть. Типа я раскаялся, типа я жертва, а на самом-то деле человек жадный, блядь. Просто жадный, и все. Дайте ему время, он вас опрокинет еще раз, потом еще раз. А у него на это расчет. Но здесь у многих идет освобождение от такого человека. И у него начинается злоба, что не получается вас на свой крючок подсадить, понимаете? Злоба от того, что вы освободились, от того, что вам срано, кто он и что он. Понимаете, здесь злоба на то, что вы счастливы и без него. А ему так плохо теперь. Аж душевные муки начинаются. И дьявол, и я лишний в этом мире, и такой, вот действовать я не буду, пусть она сама, я поделаю привороты, вызовы, понимаете? И суета, хаотические движения, обида, злоба. Здесь человек сам себя разрушит. Куча потерь по всем фронтам, и в итоге погружение в себя, потому что человек... Здесь человеку вместо того, чтобы пытаться с кого-то что-то сдернуть, он бы себя до ума довел, потому что он на самом деле марионетка. На нем тоже магии дофигища. И привязки, и всякая белиберда, попытка почиститься у него, ну и что толку? Понимаете, здесь человек чистится для того, чтобы потом поклоняться мамоне. Ну, то есть эгоистически кайфажорить на каждом шагу. Но ему скоро и чистки эти перекроют. Нищета в безденежье пойдет. Не сможешь ты почиститься. Он только мечтает, что вот, будет мечтать, что вот мне маг этот поможет, вот я сам помогу себе, вот я почищусь, вот удача ко мне вернется. Ну, смотрите, здесь мужик, обращаясь к практикам, будет попадать в интриги. С него еще стягивать будут. Либо же просто как, ну, помойную яму сливную с него сделает практик. Ну, то есть на него все будет скидывать даже свое. Он будет как отводная кукла для практика. А этот будет бегать, блядь, деньги тратить. У меня, мол, интуиция классная. Классная интуиция. Я обращусь к мудрому мужчине, магу-практику. Он мне поможет все это сделать. Здесь и шабаши могут быть по вашу душу, и сплетни за вашей спиной. Здесь такой, знаете, я сказал, так и будет. А не получается, как ты сказал. Получается, что, ну, срать вселенной на твои, я сказал. Понимаете, здесь человек, который не может определиться, блядь, кто он даже. Кто он. Кто ему нужен, так подавно. Понимаете? Там очень много подселов, здесь биполярка, здесь одно, второе, третье. Потом опять одно, третье, второе, пятое, блядь. А смысла никакого. Здесь, понимаете, тоже, я хочу вот это, а потом проходит время, а зачем я это хочу? На дне. Здесь, понимаете, все, что мне нужно от рода, материальные блага, все. И урожай. Вот ему по этому урожаю его и стукнет неожиданным событием. И круговорот проблем. Особенно, что касается денег. Его здесь, знаете, еще, мне кажется, здесь человека посадят в долговые обязательства какие-то. Либо кредиты это могут проходить. Либо же долги, карточные в том числе. Но здесь что-то такое вот глобальное. Понимаете? То есть здесь человек по жизни будет как бы существовать и знать, что он кому-то все время должен. Должен.
Но на самом деле это за то, что он не отдавал... Понимаете как? Тут очень много можно рассказывать, конечно. Когда ты не отдаешь, ну, как бы так объяснить? Короче, давайте скажу проще, да, попробуем на таком сыграть. Человек здесь именно в вашу сторону не собирается признавать своих ошибок. Даже если это не касается вас, а других людей касается. Он не готов признавать свои ошибки. Пока он этого не сделает, ну, удавка на его шее будет затягиваться все серьезнее. Вот и все. Так он и будет висеть, трепыхаться, вздыхать, понимаете, но рассказывать, что я гордый, и вот будет так, как я сказал. Это его выбор. Наблюдайте за лицедейством одного клоуна. Ребят, напишите мне, как у вас проигрывается. Сегодня такой странный расклад, конечно. У меня даже язык заплетался. Итак, господа, товарищи, дополнение. Это для тех, кто боролся, психовал, не знал, как найти выход. Для многих здесь это будет в будущем. Для меньшего количества это вот-вот на подходе, и для совсем малого количества людей это уже произошло. Как понять, что это произошло? Во-первых, переструктуризация вашей родовой ветки. Ну, те, кто понимают, о чем я, вам это показали, вы должны были это видеть. Это первое. Второе, у вас новые договора, у вас новое сотрудничество. Здесь четко, конкретно. Тот, кто у вас пришел, здесь энергия мужского, давайте скажем так. Мужских энергий. Энергия, да, создание мужских энергий. Очень интересная энергия, которая будет открывать ящик Пандоры каждому, кто сунется в ваше пространство. Грубо выражаясь, как я и говорила, но это на моем втором канале «Полюбятин». И я это говорю в открытую. Будете пырхать своим дерьмом, вы пойдете на корм.
определенным созданием из моих защит. Ну, чтобы вы поучились следить за своими выяснениями, там, фразами различными. Чтобы вы, прежде чем гадить, думали над своими поступками и над своей жизнью. Да елки-палки, что ты разорался? Короче говоря, здесь у кого-то из вас освобождение идет конкретное. Допустим, здесь мать, либо свекровь, либо тетка старая отходит, потому что здесь был блок вашего рода. Поняли, да? И дело в том, что магические способности, знания, это все понятно. Но здесь у меня такое ощущение, что, понимаете, вот снесут всех, блядь. Вот снесут, как будто бы здесь вот люди, когда, опять же таки, для немногих это уже сейчас происходит. Вот в вашем пространстве сейчас идет подгребон определенных людей. Кто вам срал, кто вам гадости писал, кто пытался там, знаете, под личиной чего-то влезть в ваше пространство. Их высекают и штрафуют, наказывают и жрут. Понимаете? Оно так и происходит на самом деле. Если человек вторгается в ваше пространство с какой-то херней, провоцируя вас на эту херню, я считаю нормально ответить ему тем же. Но вопрос в том, понимаете, почему этого человека спровоцировало? И почему он поддался на то, чтобы именно вам какую-то дрянь сделать? Просто его должны научить те, кто стоит за вами. Вот и все. У него будут свои уроки, у вас будут свои уроки. Но здесь вот для тех, у кого новые договора, здесь вот эта сила, понимаете, здесь ящик Пандоры. Ребята, ну вы понимаете, да, если вас спровоцируют, вот, допустим, написали, как вот я сейчас объясню вам на пальцах, опять же таки, на моем втором канале. У меня 2 дня были определенные, давайте скажем так, трансформационные моменты. И вот как специально поприводили всякую пиздорвань, я бы так это сказала, которая написывала всякое дерьмо. Я не церемонюсь, я и в жопу посылаю в комментариях, потому что, гадить на моем канале я никому не позволю. И вот смотрите, я просыпаюсь, читаю комментарии, да, у меня своя трансформация, жесточайшая, давайте скажем так, если сравнить с физикой, это как ломка всех костей в теле. И вот какая-то пизда там фекнула. Вы представляете, вот я ей написала «иди в жопу», но какой посыл энергетический у меня идет. Вот, ящик Пандоры открыт. Люди, задумывайтесь над каждым своим словом, блядь, научитесь брать ответственность за свой пиздеж, за свои слова вообще. За то, чем вы выкидываетесь в это пространство. Думаете, в интернете вас не отследить вашу энергетику, блядь? Я вас огорчу, многие практики могут видеть вашими глазами. Вуаля! Вплоть до номера вашего паспорта, вашего отражения в зеркале. Ну и... Вы думаете, вас не найти, если вы написали, что вы там какая-то хиндехохошна в интернете? Да нехер делать вас найти. Поэтому не нужно лезть и провоцировать. Ну а те, кто это делают, значит, их должны сожрать для того, чтобы эти люди начали как-то трансформировать себя. Понимаете? И я вам хочу сказать так, что... Вот это все не означает, что и я не проходила такие уроки, понимаете? Каждый из нас был по-своему долбоеб в свое время. Осознанные люди, это вообще без проблем об этом могут и поговорить. То есть не стесняясь. Так что вот так вот. Вот здесь, ребятки, кого-то из вас я могу поздравить. Меня даже слышали, как животное мое распсиховалась, когда вот эта информация начала вылазить. Понимаете? Так что
Я, наверное, какой-то расклад определенный, следующий до Нового года, все-таки сделаю насчет новых договоров. Для кого это будет интересно, напишите мне в комментариях к этому ролику. Интересно было бы посмотреть, я думаю, и вам. Но, хотя я думаю, что те, к кому приходят с договорами, те и так прекрасно знают, что их ожидает. Так, девочки и мальчики, у кого проигралось, отлично. У кого не проигралось, проходите мимо, пожалуйста. Кто осознанный, я уже говорила и ранее, сможет выцепить именно ту информацию, которая ему нужна, а остальную пропустить мимо ушей и не натягивать на себя того, чего нет. Вот это и есть осознанность, и ко всему относиться вообще адекватно. Все проигрывается, все нормально. Ну, во всяком случае, здесь по третьему варианту новые люди на канале, новые энергии, это однозначно. Это кому-то надо было услышать. По второму варианту, по первому это уже более такие, знаете, бывалые детки в магии, да, давайте так скажем. А по второму варианту, в принципе, тоже, ну, что-то среднее. Девочки, по поводу вариантов я вам могу сказать так. Третий, второй, первый. Это этапы развития могут быть. Если вы сейчас на третьем, значит вот второй и первый. Вы можете на это выйти. Ну, коль будет на то ваша воля и усердие. Кто на втором, то есть посмотрели, значит вы третий прошли, к первому идете. Кто на первом, тот на первом. Для кого выпал вот этот вот новый договор с ящиком Пандоры для ваших недоброжелателей? Ну что я вам могу сказать? Здесь единственный момент по новому договору, да, по вот этому, по ящику Пандоры. Здесь попервой будут, конечно, отшлифовывать всю шушеру, но вам тоже нужно будет держать там грань и несколько, ну, сдержанно себя вести, где-то более лояльность проявлять. Хотя, если это, ну, невозможно, то и удерживать это в себе не стоит. Опять же таки, понимаете, да? Если человек попадается под горячую руку, ну, значит, попадается. Значит, ему надо под нее попасть, чтобы, ну, потом он какие-то выводы сделал. Хотя зачастую большинство людей не привыкли их делать. Многие, понимаете, я встречаю тоже многие люди, которым за 30, они до сих пор не научились брать ответственность за свою жизнь. От слова совсем, они живут в каком-то своем мире. Хотя вот почему-то вот мне уже там слегка за 30, блядь, я взрослый, и люди не развиваются, понимаете, дальше, большинство. Вот это очень огорчает, это очень печально даже. Меня лично это не огорчает, мне вообще насрано, кто что выбирает, это ваша жизнь. Но печально, если честно, если брать в общем объеме по человечеству. Но если проигралось 2, значит вы между ними где-то находитесь. Смотрите сами, куда вас перекачивает. Ну, вот если задолбали чистки, долбитесь и дальше. Оно всегда так. Вы думаете, я не была в третьем варианте? Была, и истерики были, и психи были. Всякое бывало. Чё, я что, тоже человек, как и все вы. Или вы думаете, что вот легко? То же, что я говорила за зависть. Вот многие считают, вот вам легко, вот вы это прошли. Да откуда ты знаешь, что я сейчас прохожу? Да тебе сейчас такое дать, то, что я прохожу, ты сдохнешь, блядь. Поэтому, я же говорю, научитесь брать ответственность за свои слова и даже за свои мысли. Не научитесь, вас этому научат, не переживайте. До 50-го года повеселитесь по полной программе. Так что вот так. Ребята, по поводу закрытой трансляции и ритуала постараюсь сегодня.
сейчас в сообществе скинуть всю информацию. За сим со всеми прощаюсь, всем осознанным добра этого мира, всем остальным то, чего заслужили. Умноженное во 100 крат. Всем пока-пока.